Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Есть вещи, которые не меняются со временем, когда речь идет о Тэйкук. Девятое место. Один бро обыденно кладет ногу на своего бро, просто чтобы было удобнее сидеть. Да, это совершенно нормальное поведение для бро. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Это же просто часть хореографии, вы не понимаете. Седьмое место. Мы тоже в шоке, Чангук, поверь. Шестое место. Поведение пары. Тяжелое для Чангука тогда выдалась феста. Кто-то сказал, что когда ты находишься в компании людей, и все смеются, первый человек, на которого ты посмотришь, это тот, которого ты хочешь видеть улыбающимся больше всего, и теперь я не могу удержаться от мысли об этом. Пятое место. Когда твой парень самый быстрый, самый меткий, самый крутой чувак этой вселенной, то твое лицо сообщит об этом всем окружающим. Четвертое место. Забота. Не перестану смеяться над его выражением лица. Буквально готов сразиться со всем миром за право сделать массаж любимому. Третье место. Новости. Выступление Чангука было показано вчера по японскому ТВ в рамках 70 живых выступлений, которые стали горячей темой. Когда Тэхён заметил своего отца в толпе армии. Один из самых милейших моментов. «8 лет назад Тэхён сказал:
Знаете ли вы, что означает фиолетовый цвет? Фиолетовый – последний цвет радуги. Фиолетовый означает, что я буду доверять и любить тебя очень долго. Я только что это придумал. Я бы хотел видеть вас так долго, точно так же, как значение фиолетового цвета. Мы всегда будем доверять вам и подниматься по лестнице вместе с вами. Вам не обязательно помогать нам постоянно. Вы можете взять нас за руки и следовать за нами прямо сейчас. Мы поднимемся очень высоко. Я сделаю это красиво. И на протяжении этих 8 лет фиолетовый цвет везде следовал за BTS, стал их отличительным и неотъемлемым знаком. I Purple You – нечто большее, сокровенное и личное между группой и ARMY. Чангук прятал свои глаза под густой челкой из-за того, что ему часто делали комплименты из-за больших глаз. Копии своих отцов. Завораживает своим взглядом вот этим вот. Грэмми подверглись критике за очередное игнорирование кей-поп-артистов в этом году. 8 ноября были объявлены номинации на премию Грэмми, и некоторые СМИ задумались, не стоит ли Recording Academy ввести новую категорию для кей-поп-артистов, ведь в этом году представителей этого жанра снова не оказалось в списке номинантов. После того, как BTS получали номинации 3 года подряд, с 2021 по 2023 год, отсутствие кей-поп-артистов вызывает вопросы. Церемония Grammy Awards, запланированная на 2 февраля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, представила список номинантов в 94 категориях, охватывающих жанры от поп-музыки до классики. Лидером по числу номинаций стала Бейонсе с 11 номинациями, включая 3 в общей категории – «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». Среди лидеров – Чарли XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Пост Малоун с 7 номинациями, а также Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер и Чапел Рон, которые получили по 6 номинаций. Билли Айлиш стала первой исполнительницей, чьи 3 первых альбома были номинированы на альбом года. Также The Beatles получили номинацию на запись года с композицией Now and Then, вернувшись на Грэмми спустя 28 лет. Нет места для кей-поп на Грэмми. После объявления номинантов несколько американских изданий создали список тех, кто был проигнорирован. В него вошли известные кей-поп-исполнители, обделенные вниманием, несмотря на значительные достижения. Associated Press отметила, что участники BTS, Намджун, Хасок и Чимин, выпустившие сольные треки в этом году, не были номинированы. Billboard также включил в этот список Лису из Blackpink, заявив, что если бы она была номинирована на лучшую новую исполнительницу, то стала бы первой кей-поп-артисткой в этой категории. Несмотря на огромный мировой успех Blackpink, они все еще не получили ни одной номинации на Грэмми. Издание USA Today отметило, что несмотря на растущее влияние кей-поп, доказанное такими артистами, как Tomorrow X Together, Blackpink и Seventeen, собирающими стадионы по всему США, на Грэмми до сих пор нет отдельного места для этих исполнителей. Издание предложило, что Грэмми, недавно расширив премию, добавив такие категории, как лучшее исполнение африканской музыки, может рассмотреть возможность создания категории для кей-поп, чтобы признать его глобальную фан-базу и влияние. Генеральный директор Recording Academy Харви Мейсон, младший,
признал необходимость более широкого представительства жанров, сказав: «Мы видим возможности для улучшения в различных жанрах». Он подчеркнул, что без точного представления сложно достичь правильных результатов, отметив, что Академия работает над тем, чтобы лучше отражать современные тенденции в музыкальной индустрии. Культовые эры Чангука. Просто вспомним один из самых легендарнейших выходов – Тэйкук. Я могу смотреть на это бесконечно. Корейская кофейная франшиза Compose Coffee, послом бренда которой является Ким Тэ Хён, добавляет 500 миллионов фунтов стерлингов к прибыли Jollibee Group в третьем квартале 2024 года. Манила, Филиппины. Рост Jollibee обусловлен уже не только потребителями куриного мяса по всему миру. Вспомните южнокорейцев, которые пьют кофе. Кофейная франшиза Compose Coffee, вторая по величине недорогая кофейня в Южной Корее, стала ключевым источником доходов Jollibee Foods Corporation, JFEC, после того, как в июле прошлого года она была приобретена компанией JFEC. 12 ноября компания JFEC сообщила, что добавление Compose Coffee в семейство продуктов JFEC помогло увеличить продажи и прибыль компании в третьем квартале. По количеству магазинов Compose Coffee, почти все из которых расположены в Южной Корее, в настоящее время лидируют в семействе JFEC с 2580 магазинами на конец сентября. Своей улыбкой он согревает мне сердце и поднимает настроение. То, что сводит с ума, просто однажды взглянув. Это медовая кожа. Самый веселый малыш. Японская чемпионка Риноу Мацайка назвала BTS источником своего вдохновения перед соревнованиями. На турнире Skate Canada International 2024 в Галифаксе
японская фигуристка Риноу Мацайка, завоевавшая серебряную медаль, рассказала о своем вдохновении и подготовке к соревнованиям в интервью In the Loop, интернациональной платформе, посвященной фигурному катанию. Разговор состоялся 11 ноября, прямо перед вылетом спортсменки обратно в Японию. Мацайка, которой недавно исполнилось 19 лет, поделилась, что BTS и их творчество играют важную роль в ее тренировках и помогают ей психологически настраиваться перед выступлениями. Вопрос. Здравствуйте, Риноу. Спасибо, что нашли время, несмотря на плотный график. Начнем с легких вопросов. У вас за плечами выступление на Skate Canada, и впереди еще Гранд-при Финляндии. У вас есть свои ритуалы перед соревнованиями? Блюда, которые нужно обязательно съесть, или музыка, которую нужно послушать? Ответ Риноу Мацайка: поскольку я люблю BTS, перед соревнованиями я обязательно слушаю их песни. Когда я за границей и на телевизоре только англоязычные каналы, которых я особо не понимаю, я даже не включаю его. Просто слушаю музыку в комнате и обязательно включаю песни BTS, чтобы поднять себе настроение. Вопрос. Какая ваша любимая песня у них? Ответ. Мне больше всего нравится «Микрокосмос». Я смотрю много их концертных записей и запомнила все слова настолько, что могу спеть песню полностью. Продолжаю слушать ее, чтобы поднять себе настроение. Последний вопрос. Ранее вы говорили в статье для фигурного клуба Чакия University, что вашей любимой группой является BTS. Кто ваш любимый участник? Купили ли вы их фотокарточки? Ответ. Среди BTS мне больше всего нравится Тэхён. Я собрала много его видео и мерча. На этом соревновании кто-то бросил на лед плюшевую игрушку персонажа Тэхёна, и в гостинице я была так рада, что сразу же положила ее в чемодан, чтобы привезти с собой в Японию. Риноу также поблагодарила тренеров и всех, кто ее поддерживал, отметив, что благодаря упорной работе и самоотдаче она достигла важного этапа в своей карьере. Следующим турниром для Риноу станет Finlandia Trophy 2024, и она с энтузиазмом готовится к новым вызовам, поддерживаемая музыкой BTS и песней «Микрокосмос». Ведь у каждого свой уникальный путь, кто-то мгновенно осваивает первый тройной прыжок, а кто-то проходит долгий и извилистый путь. Кто-то уверенно ведет игру с начала до конца, а кто-то ярко вспыхивает, как падающая звезда. Но каждый путь важен и значим как для спортсмена, так и для человека. Все падающие звезды, которые мы видим, когда-то были маленькими тусклыми камешками, блуждавшими в поисках сцены, на которой они смогут засверкать. Мы сияем по-своему. Какие у него милые глазки. Версия с Чангуком. Целиком и полностью для своего любимого. Какие у него милые глазки. Версия с Тэхёном.
Один гардероб на двоих. Чангук в черной одежде. То чувство, когда они говорят нам обо всем без слов. Язык любви, тейкук, касание. Вы никогда не просыпались с желанием покормить Тэхёна? Боже, то, как он пожимает плечами, когда пьет что-то прохладное или не очень вкусное. Лицо Чангука, когда ему нравится вкус еды. Чангук на 100% состоит из щенячьих глазок. Тэхён сказал: «Я собираюсь дебютировать как фотограф после того, как закончу карьеру певца».
Я влюблен в эту любовь. Никто никогда не сравнится с тобой. Дефиниция слова «превосходство». Такие фотографии Тэхёна обладают особым шармом, и вы готовы к этому разговору. Тот факт, что Чангук стал проще относиться к ошибкам, делает меня очень счастливым человеком. Любимые магнитики. Иногда дом — это человек. Тео, настолько сильно Тэхёну идут очки. Второе место. Это так интимно. Слиплись и не разлипнутся никогда. Особая способность – Тэйкук – умещаться вдвоем на месте для одного. Одно сиденье – 2 человека. Первое место – ежедневный кислород Тэхёна. Это конец.
Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.